Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал. И в этом видео рубрике миниатюры я покажу, как сделать вкусный миниатюрный торт с радугой, поэтому оставайтесь со мной. В работе я буду использовать разные цвета полимерной глины Фима. Она очень яркая и прекрасно подойдет для создания такого радужного тортика. Также понадобится скалка или паста-машина, канцелярский нож или лезвие, пинцет, спицы деревянные зубочистки, гель Фима, жидкая пластика, маленькая круглая формочка и глянцевый лак. Первым делом все радужные цвета раскатываю в тонкие пласты, толщиной примерно 1–1,5 мм, в зависимости от того, насколько высоким вы бы хотели сделать свой тортик. Беру круглую металлическую формочку и из каждого цвета вырезаю кружочек. А затем очень аккуратно в последовательности радуги составляю все эти цвета вместе, чтобы получился единый разноцветный блок – корж тортика. Беру маленький кусочек желтого цвета, разминаю его и раскатываю в длинную тоненькую ниточку. И точно таким же образом раскатываю ниточки всех остальных цветов. Когда раскатала все нити, необходимо из них составить радугу. Беру фиолетовый цвет, отрезаю кусочек и загибаю этот кусочек в капельку. Так будет удобнее все эти нити скреплять между собой. Вокруг фиолетовой нити присоединяю голубую, затем зеленую, желтую, оранжевую и красную. В результате у меня получается маленькая капелька радуга. Я подрезаю кончик этой капельки, распрямляю деталь, чтобы она действительно стала радугой, а затем делаю вторую точно такую же. В результате у меня получаются две маленькие радуги. Раскатываю две нити, белую и красную, складываю их вместе и перекручиваю, чтобы получился разноцветный красно-белый жгутик или яркая леденцовая палочка. Теперь беру оставшиеся нити разных цветов, нарезаю их на маленькие части. Каждую из этих частей нужно будет скатать в маленький-маленький шарик, и эти маленькие шарики станут маленькими круглыми конфетками. Что-то наподобие M&M's или Skittles, или просто каких-то разноцветных леденцов. И эти маленькие разноцветные конфетки выкладываю, прижимаю у основания моего радужного тортика. А нижним цветом у меня будет фиолетовый, поэтому я прикрепляю на фиолетовую линию все эти разноцветные конфетки, хорошо прижимаю, чтобы они не отлетали после выпекания. Вот такой вот тортик у меня получается. И все детали, тортик, две радуги и карамельку выпекаю 30 минут при температуре 110 градусов. А в это время делаю клубнику. Раскатываю зеленый цвет толщиной меньше 1 мм. Чем тоньше, тем лучше. Отрезаю узкую полосочку и эту узенькую полосочку нарезаю на маленькие-маленькие треугольнички, которые станут листочками клубники. От колбаски красного цвета нарезаю несколько маленьких частей, каждая из этих частей станет клубничкой. Из каждой части формирую сначала капельку,
а затем присоединяю на толстую часть капельки сверху маленькие зеленые листочки. Кладу капельку на рабочую поверхность и тыкаю спицей, чтобы имитировать косточки, чтобы поверхность была такая бугристая, как у ягодки. И таким образом выполняю много-много-много ягодок, чтобы усыпать ими тортик. И, конечно, нужно приготовить крем. Крем будет белого цвета. У меня уже осталось немного крема с предыдущей моей работы, от предыдущего тортика. Поэтому я прямо в этот крем, который у меня остался, добавляю еще небольшой кусочек белого цвета. Хорошенечко его разминаю, добавляю еще геля и перемешиваю их вместе. И когда крем готов, все детали запечены, ягоды готовы, можно украшать тортик. Радуги я подрезаю, одна будет побольше, другая поменьше. И нарезаю маленькие карамельные палочки. Сначала на боковой стороне тортика я делаю небольшие подтеки, потому что когда заполнится уже верхняя часть, их будет сделать чуть сложнее, поэтому сначала я прорисовываю маленькие полосочки по боковой стороне тортика. Ну а затем сверху накладываю уже основную массу крема. Крема должно быть много, чтобы все детали, все радуги, карамельки, ягодки, все там утопало. И, конечно же, для верхней части лучше делать крем какой-то более густой, чтобы ничего не разваливалось, чтобы все детали там хорошо плотненько сидели. Ну и после того, как нанесла крем, начинаю все вставлять. Сначала вставляю радуги, потому что это основная такая деталь композиции, а затем все остальное. Украшаю маленькими ягодками, маленькими карамельными палочками. Иногда, чтобы карамельные палочки лучше стояли, я подкладываю под них ягодки. Тогда они опираются на маленькую ягоду и уже лучше торчат вверх. Выкладываю сначала композицию с лицевой стороны. У этого тортика будет две стороны, одна лицевая, другая обратная. Укладываю все ягодами и украшаю разноцветными вкусными маленькими круглыми конфетками. А затем примерно так же украшаю и обратную сторону тортика. Пусть он будет красивый со всех сторон. Вот так вот у меня получилось, и в таком виде на листочке бумаги я его ставлю выпекаться 30 минут при температуре 110 градусов. Вот такой вот тортик в результате после выпекания у меня получился. И чтобы добавить блеска, яркости, сочности деталям, покрываю глянцевым лаком. Когда лак высохнет, миниатюра полностью готова. Посмотрите, какой яркий, радужный, потрясающий тортик у меня в результате получился. Он очень аппетитный, он очень классно будет смотреться на кукольном столе. И он действительно такой вот необычный, нестандартный. Модель такого тортика я подсмотрела у современных кондитеров, которые творят просто невероятные какие-то шедевры. И, конечно же, если вы ищете идеи для своих миниатюр, то обращаю ваше внимание на современных кондитеров. Их тортики бывают просто выше всяких похвал. Ну а наш полимерный тортик, в отличие от настоящих, содержит 0 калорий и служит только как пища для наших глаз, для нашего вдохновения, чего я вам всем желаю.
творческих успехов, вдохновения и неизменно прекрасного настроения. Обязательно смотрите и другие мои мастер-классы, в которых вы найдете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!